Уважаемые участники форума, тема форума «Национальная безопасность под угрозой. Кадры решают все. Идеология, наука, образование в современной России». Исходя из темы форума, я решила затронуть все аспекты, которые включает в себя тема. Соотношение кадровой политики и образования имеет большое значение в системе национальной безопасности Российской Федерации. Но поскольку я юрист, я решила все-таки несколько тем уточнить. Буду выступать не по той теме, которая заявлена в программе, а тема моего выступления будет следующая. Роль кадровой политики и образования правоохранительной системы в нейтрализации угроз безопасности Российской Федерации путем противодействия новым видам преступности. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации невозможно без эффективного построения как государственной кадровой политики, так и кадровой политики, реализуемой в правоохранительной системе, в системе МВД России, включая сферу высшего образования. Только образованный специалист способен грамотно выполнять свои обязанности. От того, в каком количестве и в каком качестве будет организован процесс образования, подготовка таких специалистов, зависит и безопасность государства в целом. В реализации такой простой, на первый взгляд, аксиомы на деле в правоохранительной сфере возникает много проблем. Рассмотрим подобные проблемы на примере осуществления противодействия преступлениям экстремистского и террористического характера, совершаемым путем психотронного воздействия на личность. Как известно, психотронный терроризм, как криминологический вид преступности, включает в себя многочисленный спектр преступлений, совершаемых с применением новых видов оружия и предметов, запрещенных пунктом 6, части 1, статьи 6 Федерального закона от 13 декабря 1996 года номер 150 ФЗ об оружии. К таковым относятся оружие и иные предметы, поражающие действие которых основано на использовании радиоактивного излучения и биологических факторов, электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения, а также указанных оружия и предметов, произведенных за пределами территории Российской Федерации. Так это оружие называется Федеральным законом об оружии. При обращении граждан в правоохранительные органы по данным фактам, то есть по фактам применения указанных видов оружия, как правило, в лучшем случае выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Хотя Уголовный кодекс Российской Федерации позволяет квалифицировать такие преступления и привлекать виновных лиц, в частности, по совокупности статей. Например, части 3 статьи 30 и статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации за покушение на убийство. Изучение свыше 1500 таких постановлений об отказе и опрос пострадавших позволяет сделать вывод о том, что оснований для отказа в возбуждении уголовных дел по рассматриваемым правоохранителями фактам преступлений не было. Возбуждение уголовных дел отказывалось незаконно. Чем же аргументируют свои отказы сотрудники правоохранительных органов, например, на словах? То есть как они объясняют решение о унесении постановления об отказе в возбуждении уголовных дел пострадавшим? Ну, первый аргумент, который они, как правило, говорят: нам неизвестно такое оружие. Хотя никто не запрещает им открыть Федеральный закон об оружии и другие источники, чтобы получить представление о таком оружии или о таких видах оружия. Второй аргумент. Факты применения оружия установить не удалось. Хотя у соседей, которые, как правило, являются соучастниками преступлений и в других помещениях,
Осмотры сотрудниками правоохранения не проводились. Третий аргумент отказа. Не установлены лица, применившие оружие. Хотя заявитель часто в своем обращении указывает все личные данные виновного, его адрес проживания, телефон и другие персональные данные. Вот последний пример. Меня разыскала одна девушка, которая уже дошла до Следственного комитета, написала туда свое заявление по факту применения к ней оружия, основанного на новых физических принципах. И в своем заявлении эта девушка указала всех собственно, лиц, которые применяют к ней оружие, которые задействованы в психотронном терроризме в отношении нее. И что ей ответил Следственный комитет? Ей ответили, что установить данных лиц не представилось возможным. То есть в заявлении, она мне показывала это заявление, есть все: фамилия, имя, отчество, адрес, проживание невиновных, их телефоны, другие сведения личного характера. И даже имея вот эту информацию, Следственный комитет вот как-то вот осмелился вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на том основании, что установить лиц не представилось возможным. Хотя она их видит каждый день, они живут по тем же адресам, которые она указала в заявлении. Далее, еще какие аргументы приводят сотрудники правоохранительных органов. Например, они говорят: мы не знаем, как можно зафиксировать действие такого оружия, и у нас нет необходимых приборов. Хотя в интернет-сети опубликовано на сегодняшний день достаточное количество материалов, позволяющих разобраться в таких приборах, и зачастую приборы есть у самих потерпевших, так как они вынуждены делать постоянные замеры излучений по месту жительства. Кроме этого, правоохранители могут обратиться за помощью и Министерства обороны, и в МЧС, и к специалистам физико-технического направления образовательных организаций. Но этого сотрудники правоохранительных органов не делают. Есть еще много формальных ответов, формальных отказов, на которых сегодня я останавливаться подробно не буду в силу того, что у нас мало времени. И хочется отметить, что не скрывая своей некомпетентности в рассмотрении поступающих многочисленных заявлений, а их на сегодняшний день уже миллионы, сотрудники расписываются в своей безграмотности. Судя по их реакции, получив диплом о высшем образовании, они не получили необходимых знаний для объективного рассмотрения самых актуальных на сегодняшний день заявлений о преступлениях, совершаемых оружием, основанным на новых физических принципах. Анализ преподаваемых дисциплин, например, в учреждениях высшего образования, подтверждает отсутствие в образовательных программах тем, отражающих способы и методики сбора материала и доказательств по рассматриваемой категории дел. В них, как правило, не учитываются реальные современные угрозы. То, что было заложено в их основу с советских времен, получило свое вялотекущее развитие с учетом периодически изменяемого и дополняемого действующего законодательства, которое тоже не отражает степени реальных угроз для человека. Оно же и не отражает необходимых критериев как современным специалистам. Да и к подбору педагогического состава вузов нужно подходить требовательно, отдавая приоритет нестандартно мыслящим, интересующимся последними достижениями науки и техники преподавателям. Кроме изменения кадровых подходов к профессорско-преподавательскому составу, следует для всего коллектива проводить информационные занятия, отражающие реальные угрозы и способы обеспечения мер безопасности, отражающие также объективную обстановку событий и угроз в мире. Можно организовать для преподавателей конкурсы. Вот сегодня здесь уже об этом отмечалось, я с этим абсолютно согласна.
и для того, чтобы выявить лучшего преподавателя, который владеет последней информацией, в частности, в сфере угроз. Аналогичные занятия следует организовать и для сотрудников правоохранительных органов, напрямую взаимодействующих с населением. В юридических вузах преподаются дисциплины, которые напрямую не соотносятся со специализацией будущих юристов. Такие предметы нужно упростить и ввести новые, отражающие насущные потребности большого количества лиц, пострадавших от оружия поражающего излучения. Кроме этого, необходима специализация по подготовке профессионалов, способных объективно рассматривать поступающие заявления по новым видам преступности. В этих целях следует на постоянной основе проводить, по крайней мере, курсы повышения квалификации. Следует предусмотреть и изменение подходов к подготовке экспертов-криминалистов МВД России, которые на сегодняшний день, кроме радиотехнической экспертизы, проводимой при угонах автомобилей, более актуальной экспертизы не проводят. Возможно, следует заключить договор о проведении таких экспертиз с Министерством обороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардией и другими силовыми ведомствами, в распоряжении которых имеются технические и иные соответствующие возможности. Конечно, в условиях биороботизации населения сотрудникам правоохранения и образовательных организаций порой трудно разобраться в том, какими нормативными правовыми актами в своей деятельности необходимо воспользоваться в первую очередь и необходимо уделять первостепенное внимание. Кроме этого, существует еще и мнение руководства, которое тоже следует учитывать. Тем более, что кадровая политика правоохранительных органов проводится бессистемно сегодня. В условиях штатной неукомплектованности кадрового состава, в условиях отсутствия соответствующей концепции. Вместе с тем, правоохранителям следует обратить особое внимание на проблему борьбы с психотронным терроризмом и экстремизмом как наиболее глобальную угрозу безопасности населения, а соответственно и государства. В сложившейся ситуации рекомендуется придерживаться действующего уголовного законодательства, которое при верной квалификации и правильном сборе доказательств позволяет привлекать к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления с применением оружия, запрещенного пунктом 6, частью 1 статьи 6 Федерального закона об оружии. В сфере образования, например, следует учитывать опасность мнимой суверенизации при реализации курса на цифровизацию и ликвидацию традиционного образования, национализации проектов «Форсайт проект 2030» и глобального мирового образования. Кроме этого, существует потребность принятия концепции кадровой политики МВД России или концепции кадровой политики правоохранительных органов и других актов, учитывающих насущные потребности населения и наиболее опасные угрозы национальной безопасности России с учетом современных тенденций, наблюдающихся в правоохранительной деятельности и в сфере образования. Благодарю за внимание.